Всем большой привет, добро пожаловать на канал. Хочу сегодня вам показать свои покупки. На днях мы заезжали в магазин IKEA уже после обеда, и нам нужно было докупить всего лишь одну тумбочку. Но так как я уже давно тоже планировала сходить в IKEA, и мне нужно было кое-что купить еще из текстиля, да, для спальни, то я сразу, в общем, купила все, что мне нужно было. Не получилось уйти с одной тумбочкой, как всегда, приходишь за чем-то одним и докупаешь еще какие-то сопутствующие товары, можно так сказать. Поэтому сейчас покажу. Это в основном покупки для спальни, также кое-что для кухни. Еще вчера зашла в Lidl и увидела классный коврик на кухню, который тоже давно хотела купить. Покажу также коврик. И еще купила парогенератор. Давно о нем мечтала, думала покупать, не покупать, в общем, но парогенератор покажу уже в следующем видео и расскажу о нем уже подробнее. Немножко ознакомлюсь еще попробуем погладить, да, так чтобы уже разобраться, что к чему, и тогда уже покажу парогенератор и расскажу свое первое, в общем, впечатление. Итак, сначала покупки, в общем, из IKEA. Значит, давно хотела купить новую подушку, потому что те, которые я покупала тоже в IKEA до этого, получается, либо подушка сильно жесткая, да, и высокая, либо совсем мягкая и низкая. В этот раз взяла тоже вроде бы невысокая, но не такая, как я покупала в прошлые разы подушка. Сейчас хочу открыть ее, посмотреть. Размер тоже идет здесь, как обычно, 50 на 60. И сверху получается вот это покрытие, это 55, по-моему, хлопок, и 45 идет лиоцел. В общем, ну, натуральный вот этот чехол. Открою сейчас подушку, посмотрим, в общем, какая она по жесткости. Так, в общем, вот такая подушка. Еще нужно, чтобы она немножко расправилась. Здесь, в общем, какая-то информация. Ну да, тут видно, что она такая не сильно высокая. Сейчас с одной стороны просто здесь больше. Значит, и это получается вот такое название. Не знаю, как прочитать правильно. В общем, надеюсь, что подушка будет классная. Купила еще вот такую простынь на резинке, потому что у меня большая кровать здесь, которая раскладывается. Тут два матраса на этой кровати. Вот она сейчас тут стоит, тоже из IKEA. И она довольно-таки широкая. Решила взять простынь побольше, потому что у меня нет простыни такого размера, 180 на 2. В случае, если я буду раскладывать эту кровать, чтобы у меня была как раз на нее простынь. Поэтому решила взять такую побольше. Здесь тоже это 100% хлопок. В общем, и я ее посмотрела вот тоже по образцам, которые были в IKEA. Такая, чтобы она была, ну, достаточно плотная, не сильно тонкая. Потому что сильная тонкая тоже не очень хорошо. Поэтому решила взять такую простынь поплотней. Тоже раскрою, покажу, в общем, как она смотрится. И следующее, вот такой постельный комплект. Это, по-моему, новая коллекция. Значит, он идет такой белый в полоску. Сейчас тоже раскрою, покажу. Здесь, получается, это идет на односпалку 150 на 2. Размер пододеяльника. И наволочка 50 на 60. Ну, вот как раз на подушку. И на вот такую кровать, которая вот сейчас у меня в сложенном виде. Ну, в общем, на полуторку, да. Классный тоже тут состав, получается, 60 катон и 40 идет тоже лиоцел. В общем, я думаю, что оно не так будет сильно мяться, да, как обычно, как обычный 100% катон. Красиво смотрится. Ну, по крайней мере, красиво смотрелся у них в IKEA тоже. На постельном, ну, на одеяле тоже те образцы, которые были. В общем, классно смотрится. Сейчас тоже открою, одену на одеяло, да, и покажу, в общем, как это будет все выглядеть. Вот такая, по-моему, это была как раз новинка. Не помню, по-моему, были также на двухспальную кровать тоже такие комплекты. Еще очень мне нравятся вот такие полотенца, которые, они недорогие. Я не помню, сколько, какая цена у них, но
Мне нравятся тем, что они не очень плотные. Они хорошо также впитывают воду. Это тоже, по-моему, стопроцентный хлопок. Здесь получается 60% в общем это хлопок и 40% это полиэстер. Но мне нравятся эти полотенца, как я уже сказала, тем, что они не такие плотные. И они, если мокрые, они недолго сохнут. И тоже очень хорошо, как я уже сказала, впитывают тоже влагу. Здесь есть такой петелька, тоже вешает на крючок. И я уже не первый раз покупаю эти полотенца, тем более они недорогие и очень удобно. Мне, по крайней мере, нравится такой размер тоже, не очень большой. Это, по-моему, 50 на 100. Да, 55 на 120 размер. Ну, очень удобный, по крайней мере, для меня. И размер, и вот само качество этих полотенец мне очень нравится. Поэтому я с удовольствием покупаю уже не первый раз. Здесь есть вот такой какой-то рисунок небольшой. Вот, и я решила взять таких 2 полотенца еще на всякий случай, чтобы были, потому что все равно полотенца очень быстро изнашиваются, и хочется, чтобы они были тоже всегда, ну, в таком нормальном виде, да. И тоже вот такой коврик, как я уже рассказала, я купила в Lidl. Мне очень понравился, он довольно-таки плотный. Цвет как раз мне подходит под кухню, такой бежевый с сереньким. Здесь есть вот такие бубончики, получается, по краям. Тут и тут. Размер получается здесь, это стопроцентный тоже катон. И размер был тут написан, по-моему, 120 на 60, по-моему, размер. Вот, но как раз мне этот размер вот подходит, чтобы положить коврик возле кухни. И вот если я стою, мою посуду, да, что-то на столешнице делаю, то было не так холодно стоять на плитке, тем более сейчас вот похолодает. И я думаю, что с таким ковриком будет, конечно, комфортнее. Я просто все никак не могла подобрать коврик по цвету. Как-то мне не нравились, либо сильно яркие были, либо размер какой-то не такой. В Икее мне они не очень нравятся. Мне кажется, они там, ну, тонкие сильно, эти коврики. Поэтому я купила вот в Lidl, зашла, как раз увидела. Там были еще, по-моему, другие расцветки. Но я сначала посмотрела на сайте. У них в интернет-магазине тоже есть разные расцветки. Но вот эта расцветка как раз мне идеально вот подходит. Я тоже покажу, как она смотрится на кухне. Вот. И кое-что еще купила тоже для кухни. Ну вот кроме коврика. И сейчас тоже вам покажу. Еще хочу показать, значит, купила в Нетто вот такую подставку под ложки, под лопатки, когда что-то готовишь, чтобы не класть на столешницу, да, не пачкать ее, то очень удобно. Можно сюда вот на эту подставку, подставка керамическая, и сюда тоже отлично помещается не только ложка, но и лопатка, поэтому очень удобная вещь. Вот так вот все это дело смотрится. По крайней мере, ну, мне она нужна была, я ее купила и теперь пользуюсь с удовольствием. Значит, также купила опять пакеты, потому что пакеты закончились, я их уже открыла. Сегодня вот Саше обычно в такие пакеты я кладу что-то перекусить в школе. Очень удобно тоже. Я обычно беру вот эти пакеты именно этого размера. У меня здесь получается большой 1 литр и поменьше на 0,4 литра. Как-то я уже привыкла к таким и постоянно покупаю именно этот размер. Здесь идет вот такой большой. В большой можно, ну, покласть бутерброд, может быть, если для заморозки что-то, мясо. В общем, фрукты какие-то, овощи, все, что необходимо, можно вот в такой пакет, уже он очень хорошо закрывается. И вот такой пакетик поменьше. В такой пакет тоже я кладу и печенье, конфеты, орешки. Он такой небольшого размера, очень удобно тоже. Ну, либо если что-то нужно в хозяйстве, то какие-то мелочи на кухне. В общем, все, что необходимо, можно покласть в эти пакеты, и очень удобно тоже ими пользоваться. Поэтому если они у меня заканчиваются, я обязательно покупаю, потому что я уже привыкла, что у меня есть такие пакетики, и в хозяйстве они обязательно пригодятся. Решила купить новую также сковородку, потому что старая у меня совсем уже была испорчена, очень быстро портится здесь вот это покрытие. Тоже сковородка у меня была из Икеа, но она что-то стоила совсем недорого. Начала здесь портиться покрытие, я ее выкинула и решила купить новую. Уже ее распечатала, тоже попробовала. Классная сковородка. Мне нужна была как раз, ну, такого небольшого размера.
Вот, и мне очень нравится. Как раз такой удобный размер и хорошая ручка тоже. Поэтому пользуюсь тоже сковородкой с удовольствием. Я постараюсь написать, не помню какой диаметр. Они, по-моему, есть разного размера, именно эти сковородки из этой серии. И оставлю здесь, напишу, что это за серия, да какой диаметр. Классная сковородка, ничего к ней не пристает, в общем, не пригорает. Мне нравится. Но, конечно, нужно тоже пользоваться деревянной лопаткой или пластиковой, чтобы не повредить вот это вот тефлоновое покрытие. Потому что если оно уже царапается, то желательно уже не пользоваться, в общем, этой сковородкой. В общем, у меня тут, получается, лежит вот такая плитка, и не всегда на ней как-то комфортно стоять. Хочется что-то потеплее такое постелить. И как раз, в общем, я давно думала купить такой коврик, потому что тут в основном возле столешницы, если я стою, что-то делаю, да, или посуду мою, возле печки. Стоять как раз удобно будет и тепло. И размер тут мне подходит. А мне нравится. Вот так. И по цвету тоже мне подходит. Классный коврик, мне нравится. Нужно поотрезать только этикетки. Еще тут такие бубончики. Класс. Хомяк будет играться, если... Хомяк, да, хомяк будет бегать. Ну, да, Вот. И я думаю, удобно будет его тоже постирать. Можно будет кинуть в машинку. Ну, классно. Значит, вот такая у меня получается кровать. Тоже из Ikea. Тут лежит 2 матраса, и когда кровать раздвигается, то я кладу эти 2 матраса, и у меня не было такой большой простыни, поэтому я решила купить побольше. Здесь тоже ящики очень удобно. И для тех, кто любит шить, хочу показать, у меня тут хранятся выкройки. В общем, такой лайфхак для любителей шитья. Здесь вот лежат выкройки. Я их все по файлам разложила и вот так вот храню под матрасом. В общем, я распечатала простынь. Такая тоже довольно-таки плотная, не сильно тонкая. И здесь идет резинка не по всей окружности, а только в углах, по углам, где натягивается вот в углу на матрас. Дальше здесь вот в длину резинки нету. Значит, вот так смотрится постельная. Мне очень нравится. И здесь еще мне нравится вот эта полоска. Мне кажется, цвет такой не совсем белый, немножко такой с бежевым он оттенком. Очень удобно. Одеяло тоже внизу закрывается на пуговицы. Кто не любит, да, когда открытое, потому что в Ikea не у всех пододеяльников, в общем, закрывается это отверстие. Здесь есть пуговицы, что очень удобно. На этом, в принципе, все. Бегу за Сашей уже в школу. Нужно идти ее забирать. И хочу с вами попрощаться. Всем пока-пока.